Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня у нас будет 8-я часть нашего марафона, в которой мы покажем проработку движений в зоне лопаток вдоль всей спины, и зона будет поясницы. Опять же, что самое главное, это стойка мастера, какие бы вы движения не выполняли, то есть мы весь воздействуем своим весом на клиента. Если мы воздействуем на одну руку, весь вес перемещается на более маленькую площадь, и тогда клиент чувствует большую силу, большую нагрузку. Если на две руки, то здесь больше такой релакс получается для клиента. Как проработать зону лопатки, не перегибая никак клиента? Да? Можно так и прорабатывать с этой стороны, кто-то сверху прорабатывает, но можно клиента никак не трогать, а оставлять его в покое и прорабатывать зону лопатки, смещая ее в сторону. То есть движения такие. Я стою под небольшим углом к клиенту, к лопатке, к зоне лопаток, чтобы мне было удобно прорабатывать, чтобы я могла ее сместить. И начинаю проработку. Начиная я проработку лопатки, для того, чтобы ее проработать, я должна почувствовать места наибольшего напряжения. Мышцы, они идут рядом с лопаткой. То есть вот мышца идет, места наибольшего напряжения. Я прорабатываю 2 пальцами, сначала согнутыми, и потом, как обычно, ухожу на зону основания ладони. Сначала клиенту может быть чувствительно, но когда я ухожу на зону основания ладони, ощущение такое болезненное уменьшается, естественно, и мы чередуем сильное воздействие и заглаживание. Поэтому клиент не испытывает постоянной сильной боли. То есть я иду и стараюсь ее сместить. Расслабляю мышцу. В руку, да, отдает? Чуть-чуть может отдавать, значит, можно силу снизить. И уходим на лопатку. Но это такие лимфодренажные уже движения, для того, чтобы немного отвлечь клиента, потому что проработка здесь достаточно интенсивная и может быть чувствительная. В одной зоне остановились, проработали ее, одно место. Потом немного сместили руки, по-другому по месту прошли несколько раз. И третья часть уже ближе к нижнему краю лопатки. И с другой стороны то же самое. Сделали заглаживание, как я уже показывала в одной из частей. И перешли к другой зоне. Также мы стоим под углом. Здесь уже мышцы не такие напряженные, не должно быть так чувствительно. Все то же самое мы повторяем. Сначала в одной зоне почувствовали мышцу, в другой. Также здесь может чувствоваться перекаты небольшие мышечные, если мышца спазмирована. Здесь я чувствую, что вот лопатка, она немного смещается. Чем мы медленнее делаем, тем чувствительнее. И еще одно движение. Мы также стоим под углом к клиенту, под углом 45 градусов к телу клиента. И начинаем движение. В одной из наших частей марафона уже было это движение, но оно было вверх. Здесь то же самое, только вниз. Мы сгибаем руку в кулак, то есть помним, что есть движение различного плана, это вы можете посмотреть в предыдущих частях. Сгибаем руку в кулачок, проходим вдоль позвоночника по мышце и уходим на основание ладони. Оказываем воздействие и уходим на основание ладони. Оказываем воздействие, уходим на основание ладони. Стараемся мышцу сместить в сторону. Здесь я руку кладу на руку. Для чего? Для того, чтобы усилить давление, усилить силу от моего массажа.
Вот такие движения. Вот одной рукой показываю, но это релакс. То есть видите, что мышца, она немного начинает двигаться. А движение мышцы всегда сопровождается хорошим лимфодренажным эффектом. Это очень важно, когда она спазмирована, когда есть боль, потому что в зоне спазма формируется всегда отек. Здесь заканчиваем это движение, переходим на зону основания ладони. То есть мы идем, чувствуем, что дальше у нас стоит блок, да, для новичков. Показываю. И чувствуется, что есть препятствие. И тогда мы уходим на основание ладони. То есть мы не преодолеваем что-то такое, чтобы вот клиенту было больно. И даже если мышца сильно спазмированная, мы сначала оказываем воздействие более мягкое, расслабляем ее, и потом уже начинаем более глубоко воздействовать. Здесь я уже иду по мышце. То есть я сделала несколько движений. Отводим мышцы в сторону, я ее разогрела. И теперь иду вниз, прям по мышце. Пальчики чувствуют мышцу и должны чувствовать мышцу основания ладони. То есть я иду по мышце сначала пальчиками сначала согнутыми, и потом ухожу на основание ладони. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки. В следующей части мы покажем работу зоны поясницы. До встречи!